Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас понедельник, 1 мая. У очень многих сегодня выходной день. Но мы решили, что выходной день тоже, выходные затянулись, и сегодня тоже стоит сделать выпуск. Сегодня у нас вышел и пост в Телеграм-канале, и сегодня мы делаем выпуск в YouTube. Поставьте лайк авансом, если поддерживаете нашу работу. Также напишите комментарий из 5 слов, если также поддерживаете нашу работу, и тогда в рейтингах YouTube мы поднимемся, и нас увидит как можно больше людей. Так, теперь давайте перейдем к событиям сегодняшним. Сегодня у нас будет недолгий выпуск, поэтому сразу перейдем к событиям. Ну, во-первых, в России уже идут под откос поезда. Вернее, их туда пускают. Сегодня с утра сообщили российские СМИ о том, что поезд локомотив, вернее, с несколькими цистернами и вагоны с древесиной сошли с рельсов. Там даже появился небольшой пожар, но вскоре сообщили, что не такие сильные повреждения, хотя надо опять-таки понимать, что значит не сильные повреждения, когда поезд ушел под откос. Да, еще часть вагонов осталась на рельсах, но тем не менее. Практически на сутки заблокировано движение по этой ветке железнодорожной, и надо понимать, что пускать под откос поезда, ну, это уже настоящая партизанская война. То есть внутри России находятся партизаны. Это довольно серьезно, так как на первых этапах с начала войны мы видели одиночные попытки поджечь военкомат, одиночные попытки таких активных, скажем, действий партизанских, откровенно партизанских, то сейчас уже довольно более серьезные попытки. Мы знаем, что в Ленинградской области сегодня рухнула опора электропередач, которая была взорвана. Как говорят представители власти в Ленинградской области, были заминированы еще 4 опоры. Ну, тогда не очень понятно, кого ждали, зачем, почему не взорвали сразу. Ну, скорее всего, известие о 4 заминированных опорах — это утка дополнительно. Мы видим каждый день, все чаще и чаще появляются беспилотники в небе России, все чаще и чаще они наносят вред. В данный момент, когда я записываю этот ролик, опять беспилотники тревожат российские ПВО. Реакция довольно бурная, в Крыму в частности, в Евпатории и в Севастополе работают ПВО. Ну, оно и понятно. 15-й месяц войны идет. Внимательно наблюдают российские ПВО за пролетавшими мимо беспилотниками. На этом фоне британская разведка пишет такое довольно интересное сообщение. Россия выстроила на своих новых территориях одну из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений в истории. Пишет в своей сводке разведка Великобритании. Пишет о том, что такие оборонительные сооружения находятся рядом с линией фронта, но и есть они глубоко в тылу, в том числе в Крыму. Также пишут об оборонительных сооружениях в Белгородской и Курской областях. Я так понимаю, британская разведка намекает украинским войскам, что стоит наступать через Брянскую область, потому что в Брянской области ничего абсолютно не построено, никаких оборонительных сооружений, как полагает британская разведка. Я думаю, вы, конечно, понимаете, что я шучу, но выглядит все именно так, как такой интересный призыв для украинских вооруженных сил наступать через Брянскую область. Владимир Путин на выходных
в основном отдыхает. Мы уже рассказывали во время нашего эфира с Сергеем Жирновым, который мы записывали еще в субботу. Он вышел в воскресенье, этот эфир. Я рассказывал о том, что Путин не поедет не поедет в ЮАР. Можно успокоиться. Также мы об этом написали сегодня утром у нас в телеграм-канале. Это было действительно решение. Решение было принято накануне, еще в пятницу вечером было принято решение Владимиром Путиным. И сегодня СМИ подтверждают нашу информацию. Правда, пишут, что это пытаются убедить Владимира Путина не ехать к ним сами представители ЮАР. Нет. Владимир Путин принял решение раньше, чем могла бы возникнуть такая ситуация. Это не так. Боится, откровенно боится Путин. Откровенно боится появляться за границей. Отменены практически все. Практически, еще раз отмечу, это не значит, что все без исключения. За редкими исключениями отменены международные визиты, отменены поездки за границу Владимира Путина. И надо смотреть, надо наблюдать, как будут разворачиваться события. Не удается лечащим врачам Владимира Путина подобрать нормальную терапию, такая, которая помогла бы Владимиру Путину преодолеть хотя бы какой-то этап болезни, но находится сейчас Путин в затруднительном положении, на выходных жалуется регулярно то на боли в области живота, то на головные боли, то на тошноту, то частые жалобы Владимира Путина, обращается он к медикам. Такого не было уже довольно давно. И надо отметить, что, еще раз повторяю, нет то ли энтузиазма у нынешних врачей Владимира Путина, лечащих, то ли нет возможности подобрать правильную терапию. Ну, все люди смертны, а некоторые так внезапно смертны. Поэтому выходные проходят в таком, в немножко скучающем ритме. Ну, обычно, я уверен, вы знаете, что на выходных редки громкие события, хотя взрыв на нефтебазе и поезд под откос, и взрыв на линии ЛЭД, линии электропередач, и регулярные полеты беспилотников все-таки не дают расслабиться. Если вы, уважаемые зрители и слушатели, еще не читали наш сегодняшний утренний выпуск, там, я имею в виду в телеграм-канале Генерал СВР, там рассказано о том, как нынешнее руководство России в лице Владимира Путина издевается над бывшим руководством России, пусть и формальным, в лице Дмитрия Анатольевича Медведева. Там очень интересные подробности. И в скором времени, я вас уверяю, я думаю, у нас появится возможность после свержения путинского режима публиковать те видеоматериалы, которыми мы располагаем. Я думаю, это будет не просто шок, я думаю, что это вызовет у вас бурю эмоций по поводу того, что творила нынешняя власть, в том числе и с представителями этой самой власти, друг с другом. Так, на сегодня давайте, наверное, это все. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра, во вторник. Также хочу вам напомнить, что вы можете поставить лайки к этому видео, а также написать комментарий как минимум из 5 слов для поддержания нашего видео. Также хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые находятся на территории России, что просматривать наши материалы можно с включенным VPN, если вы, конечно, нас поддерживаете. Это поможет монетизации. И еще раз вам напомню, я уже говорил об этом несколько раз, сейчас мы подходим к критическому моменту реализации наших планов, фактически к финалу. Мы к этому шли очень долго. Помогайте нам тем, чем можете помочь, прежде всего это материально. Есть реквизиты наших криптовалютных кошельков в описании к этому ролику. Можно также подписаться на наш Patreon и задавать там нам вопросы, и я отвечаю относительно регулярно на все вопросы, которые ставят нам в Patreon. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.